Кажется, что порой животные чувствуют и видят гораздо больше, чем люди. Этот необычный волк отказывался отходить от мертвой девушки. В дело пришлось вмешаться врачам, которые вскоре обнаружили шокирующую и страшную правду. При взгляде на прекрасную Джулию в свадебном платье, лежащую в гробу, все присутствующие зарыдали. Окружающие должны были смотреть, как девушка идет к алтарю, сияющая и счастливая в день своей свадьбы, но вместо этого они оказались на похоронах девушки. Неожиданно в комнату забежал волк, запрыгнул прямо в гроб и отказывался сдвинуться с места. Ужасно расстроенный Джон просил волка уйти, но тот никак не реагировал на слова парня. Джон неожиданно вспомнил момент, когда он впервые встретил Джулию. Девушка просто обожала лес и очень часто ходила в походы. Здесь ей гораздо легче дышалось после душного города, который всегда усугублял ее мучительную эпилепсию. Однажды, когда Джулия отдыхала в палатке после длительного похода, она услышала снаружи жалобный писк. Девушка выглянула наружу и заметила поблизости маленького щенка, который выглядел очень ослабшим и беспомощным. Добрая Джулия тут же бросилась к малышу, но как только она взяла его на руки, то поняла, что это был совсем не щенок собаки, а самый настоящий волчонок. Девушка сильно напряглась, так как поблизости могла оказаться мама волчонка, поведение которой в этом случае было бы непредсказуемым и крайне опасным. Однако прошло несколько минут, но волчица так и не появилась, а маленький волчонок продолжал смотреть на Джулию голодными жалобными глазами и тихонько пищать. Девушка быстро поняла, что с волчицей случилась беда, а потерявшийся маленький детеныш точно не выживет в дикой природе, если ему не помочь. Джулия забрала волчонка к себе домой, где напоила его теплым питательным молоком, после чего малыш быстро уснул, свернувшись калачиком на теплом покрывале. Девушка прекрасно понимала, что не сможет сама вырастить волчонка, который однажды превратится в большого дикого хищника. Поэтому Джулия принесла детеныша, которого назвала Чарли, в ближайший питомник для диких животных. Отзывчивый сотрудник Джон пообещал, что они обязательно позаботятся о Чарли, и позволил Джулии несколько раз в неделю навещать звереныша. Добрая Джулия с радостью согласилась, и как только у нее появлялась свободная минутка, она обязательно приходила в питомник, чтобы пообщаться с подрастающим Чарли. Так незаметно Джулия сблизилась не только с волчонком, но и с добрым Джоном, с которым у них оказалось много общих интересов. В первую очередь это любовь к природе и животным. Джон и Джулия вместе ухаживали за Чарли и относились к растущему волку словно к большой собаке, а зверь отвечал людям взаимностью, благодарный за свое спасение. Когда Джон неожиданно предложил Джулии выйти за него замуж, девушка с радостью согласилась, и они назначили дату свадьбы на ближайшее время. Джулия просто обожала свое свадебное платье, в котором она выглядела невероятно красивой и милой. Вот только болезнь Джулии разрушила все планы молодой пары. Когда Джон пришел домой к невесте, то с ужасом обнаружил на кровати ее бездыханное тело. Прибывший вскоре знакомый врач подтвердил, что Джулия умерла, а причиной смерти стала ее эпилепсия. Джон не мог сдержать слез, ведь вместо долгожданной свадьбы ему придется хоронить свою любимую невесту. При этом жених решил надеть на умершую девушку свадебное платье, о котором она так долго мечтала. В день похорон Джон, как и многие присутствующие, был очень подавлен. Видеть свою красивую невесту в гробу в свадебном платье было просто невыносимо, и слезы наворачивались на глазах сами собой. Джон знал, что Чарли также очень любил Джулию и решил дать ему возможность попрощаться с девушкой. Однако, когда волк зашел в зал и увидел мертвую Джулию, то повел себя крайне неожиданно.
Хищник подбежал к открытому гробу, запрыгнул прямо внутрь и наотрез отказывался выходить обратно. Ни Джон, ни остальные присутствующие не могли уговорить Чарли отойти от тела девушки. Джон понял, что что-то не так, и сразу позвонил в службу спасения. Приехавшие на вызов врачи сначала сильно удивились, но после многочисленных просьб Джона они согласились повторно осмотреть умершую девушку. Неожиданно один из врачей вскрикнул и начал что-то шептать своим коллегам. Доктора положили тело Джулию на носилки, донесли до машины скорой помощи и помчались в больницу, а шокированный происходящим Джон поехал за ними. Через несколько минут они добрались до отделения реанимации, куда тут же поместили Джулию, а один из докторов дрожащим голосом объяснил Джону, что его невесту ошибочно признали мертвой. Оказывается, у Джулии была каталепсия, чрезвычайно редкая болезнь, при которой у пострадавшего практически отсутствуют любые признаки жизнедеятельности. Это один из редчайших симптомов эпилепсии. Человек в таком случае выглядит так, будто он ушел из жизни. Его дыхание настолько поверхностно, что кажется, будто он вообще не дышит. Сердцебиение почти не ощущается, и даже конечности становятся жесткими, как будто тело находится в трупном окоченении. К счастью, Чарли понял, что его хозяйка еще жива, и не позволил похоронить ее заживо. В больнице через несколько часов медикам удалось реанимировать Джулию, и они с облегчением сказали Джону, что мозг девушки каким-то чудом не пострадал от кислородного голодания. Вскоре Джулия пришла в себя, а когда Джон рассказал, что с ней случилось, девушка разрыдалась и долго не могла поверить в происходящее. Она думала лишь о том, что она осталась жива лишь благодаря волку, который таким чудесным образом отблагодарил девушку за свое спасение. Джон и Джулия вскоре поженились, а самым почетным гостем на свадьбе, конечно же, стал верный волк Чарли. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.